Слушайте, это курорт. Океан вот там за отелем. Но я завтра в любом случае пойду на серфинге. Я никогда это не делал, я пойду. Как-то прохладненько. Я посмотрел на градуснике 17 градусов. Такая температура воздуха здесь из-за холодного океана. Но нас это не останавливало. Завтракаем и идем на серфинг. Но не все так просто. Все инструктора были расписаны. Свободное время было только на 15 часов. Благодаря этому у нас появилось время прокатиться по округе и посетить самый западный город европейского континента. Без мотоцикла как-то тяжело. Уже к нему приросли немножко, и все хорошо. И вот сейчас вот это решили съездить в сам этот городок. Мы движемся в город Пениши. Город, который всегда жил морем. Город, который был островом. Он весь огражден крепостью. Просто вот мы въезжаем в ворота старого города. Город, который является крепостью. Нам хотелось его проехать по периметру, для того, чтобы это все увидеть. Все, дорога заканчивается. Дальше пошла грунтовая. Весь западный берег – это природная неприступная крепость, которая защищала город от пиратов, но иногда играла злую шутку с простыми моряками, терпевшими крушение у этих отвесных стен. Все изменилось с постройкой маяка Кабу-Карвуэру, который является одним из старейших на португальском побережье. Пениши имеет долгую и богатую историю, уходящую корнями задолго до появления здесь Римской империи. Позже, уже в XVI веке, на месте римских казарм был построен форт для защиты города и региона. Весь город, старый город — это форт. Это интересный и необычный город, который стал для нас очередным краем земли. Едем обратно, и нас ждет новое приключение. Будем пробовать себя на серфинге. Для нашей затеи с серфингом это место было выбрано не зря. Пляжи в этом районе практически не имеют себе равных в Европе. А все благодаря трубчатым волнам, если говорить на языке серфингистов. Именно здесь и проходит португальский этап чемпионата мира по серфингу. Мы сейчас пришли в школу серфинга. И нам сейчас будут проводить инструктаж. Это наш флаг. With the surf, you go in one side. And the tail. Okay. А там капец, мне уже стрёмно. Alright, let's go. Always look to the front. Number 1, number 2, and 3. Alright. Серфинг очень крутая штука и очень непростая.
Я так и не смог покорить свою волну, в отличие от моей Кати, у которой все получилось, пусть и не с первого раза. Сегодня нас ждал длинный день. Основное, нам надо добраться до порту, из аэропорта которого улетает моя дочь. Вот, друзья, вот как-то так. Но при этом мы не забываем о тех точках, которые планируем посетить. Двигаемся дальше, друзья. Двигаемся дальше в сторону Назаре. Это то место, где образуются самые крупные волны в период с октября по февраль месяц. Немного по автомагистрали надо будет проехать. Ну, тоже нормально. Нас хватило по дороге по автомагистрали на 11 километров. Двигаясь по этой дороге, поймал себя на необычной мысли. Слушайте, ну здесь вот Украина. Лес сосновый, Украина. Все это постепенно накапливало чувство тоски. Понимая, что до дома еще очень далеко и еще не все увидел то, что хотел, только так эти чувства растворялись. Мы двигались дальше, приближаясь к очень необычному месту. Очередной городок с таким достаточно интересным пляжем. Именно пляж в форме ракушки стал украшением этого места, которое называется Сан-Мартиньо-ду-Порто. Начиная с 12 века здесь был порт. Лагуна была намного глубже и уходила вглубь континента на 10 километров. И не зря это место является одним из скрытых жемчужин Португалии. Навигация нас ведет по-другому, но в любом случае мы проедем здесь. Вот так вот идет автомагистраль, а мы пытаемся ехать чуть-чуть по-другому. Ну, иногда бывает, да, конечно, выезжаешь на автомагистраль, но без этого никак, потому что там где-то национальный парк, где нельзя проехать, где-то еще что-то, ну, чуть-чуть выезжаешь. Мы выехали на гору. А говорят, в Португалии едут. Еще и какие. Мы подъезжаем к городу, где волны выше домов, а жизнь течет по законам океана. К городу, где Атлантика дышит громче всего. Вот там тот мыс, возле которого образуются волны высотой в 30 метров. И мы туда сейчас подъедем. Мы подъезжаем к Назаре. Мы сейчас находимся в Назаре. Это то место, где самые высокие волны. Вот именно с этой точки сделаны многие кадры, когда волна просто накрывает вот это все. Гигантские волны добивают аж вот до туда. Но сейчас они не такие. Самые высокие волны здесь наблюдаются в период с ноября по февраль месяц.
вот за счет чего это происходит, мы узнали в музее, который расположен в маяке. Точнее, старый форт, который был построен в 16 веке. Сам маяк появился в 1978 году. В этой комнате рассказывается, откуда вообще берется эта волна. В данном случае создателем гигантских волн стал подводный каньон, который образует своеобразный трамплин для волн. Длина его 227 километров, глубина достигает 5 километров. Вот сам на заре идет громадная впадина. Каньон создает особые условия. Одна волна увеличивает скорость при его прохождении, вторая соединяется с ней при выходе из каньона. Поток, идущий от пляжа, добавляет высоту этому монстру. С той бездны поднимается высоченная волна, которая пытаются покорить серфингисты. Многие профессионалы приезжают сюда для того, чтобы поймать свою волну. Но не всем это удается, так как за весь сезон так называемых волн-убийц может быть от 1 до 6. Что, друзья, движемся дальше, движемся в сторону порту. Чувак, давай сопроводи нас, пожалуйста, по быренькам. Нам нужно было проехать до порту 200 километров. Это были последние совместные 200 километров, так как скоро я снова останусь один. Во всем моем путешествии я избегал крупных городов. Сейчас появилось желание чуть-чуть прокатиться по городу. То есть вот это уже Порту, а то было Кали. Мы выехали со старого города. Фух. Вот Катин отель и вот аэропорт. Это была грусть и радость одновременно. Как-то грустненько сейчас будет ехать. Катя остается, шлем едет со мной. Все равно есть с кем поговорить. Я был рад, что моя дочь смогла увидеть мир моими глазами. Мир, который открывается, путешествуя на мотоцикле. Вместе мы проехали 2000 километров по Испании и Португалии. Я ж кажу, мотоцикл буде чутно здалека. Друзья, перед нами океан. Мы в Португалии. Увидели удивительные места, удивительные города. Долина растущих камней. Что там? Мост не видно, да? Это фотографии с карты желаний. Вот эта деревушка, в которой живут смурфики. Побывали в настоящей пустыне на Диком Западе. Вот здесь вот ты не понимаешь, где ты находишься. Испытали все прелести погоды. 37 градусов. Температура 40 градусов. Капец! Катя с боевым крещением первый раз едет под дождем. Мы увидели край земли. Именно так называли это место. Мы прошли путь посвящения. У нас тут возникла еще одна безбашенная идея.
куда еще можно съездить. Нами управлял дух приключений, который толкнул нас на большую авантюру — лететь дальше. Это стрёмно, наверное. Уже стрьомно. Мы увидели Мадейру, увидели другой мир, мир вечной весны. Я боюсь, я б не поехала. Я вообще никогда не сказала, что это место находится в Европе. Преодолели 2000 километров по воздуху. Моя дочь смогла почувствовать тот дух авантюризма и свободы. Катя рано утром улетала на Краков. А я продолжал свой путь к новым для себя горизонтам, к новому для себя миру. Ведь наш мир безграничен. Нужно стремиться для того, чтобы покорять его. Опять же, будешь наедине со своими мыслями, и эти мысли растянутся на 5000 километров. Я продолжил свой путь к одному очень значимому месту, но об этом позже. Сейчас я хотел двигаться вдоль океана. Основной фактор — это температура. Да, температура сразу падает, это реально кайфово. Но не только температура играла роль. Есть еще несколько мест, которые я хотел увидеть, и расположены они на побережье. Какой-то такой интересный городок, сверху там вот замок такой стоит шикарный. Это город Виана-ду-Каштелу. Слушайте, этот мост, наверное, очень древний. Помимо этого, мост имеет свое историческое значение. Мост был построен за 10 лет до знаменитой Эйфелевой башни в Париже и носит имя «Мост Эйфеля», потому что именно Гюстав Эйфель спроектировал и построил этот мост. Слушайте, мост шикарный, древний. Это позволило начать железнодорожное сообщение и стать символом города Виана-ду-Каштелу. Офигеть, он реально очень древний. Фух, аж как-то дышать легче. В городе сейчас было 37 градусов, здесь уже 30. Я, конечно, не знаю, можно ли там будет подъехать к океану. Там есть такой достаточно интересный форт. Называют его «Собачья голова». Почему именно так? Через 900 метров повернем налево и узнаем. Форт Эдукао был построен в 17 веке для отражения нападения испанского флота. В этом районе было 4 таких сооружения. До наших дней дожил только этот. Он построен в классическом звездообразном стиле с 4 бастионами. Внутри форта находятся оружейные помещения и казармы, но, к сожалению, попасть туда не удалось. В переводе с португальского «као» — это собака. Может, именно поэтому его называют «собачья голова». Но это все осталось для меня загадкой. Все ближе и ближе приближается тот момент, когда мы выедем из Португалии.
Вот посередине вот этой затоки проходит граница. Здесь еще Португалия. Вот там уже Испания. И как вы видите, здесь начинаются снова Пиренеи. И эти горы нам надо будет преодолеть. Вот, нам на Испанию. И снова Испания. Я счастлив был, Португалия. Я счастлив, что я тебя увидел. Мы еще увидимся. Португалия, спасибо тебе большое. И снова держим путь на Испанию. Блин, вы знаете, ну я реально счастлив. Я видел Португалию. Я видел мыс Рока. Ты понимаешь, что ты доехал до океана. Ты находишься сейчас здесь. Но какой длинный был этот путь. Чудик, мы там были. Круто. Едем дальше. А мы сейчас лучше проедем через горы, чуть-чуть охладиться, хотя сложно сказать, как можно охладиться в 36,5 градусов. Ну, может, в горах как-то и можно.